Здравствуйте, мои дорогие, любимые друзья, мои уважаемые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно заглянули на канал Таро Немо. Цыганский расклад. Цыганский расклад на будущее. Давайте узнаем, что было, что есть, что будет. Зададим самые простые вопросы, что в доме, ну и, конечно, а что на сердце, что в дороге, буквально перемещение, наши поездки, как благоприятствует ближайшее будущее или события, которые, ну, где-то близко рядом с нами находятся. Возможно, мы их пока не видим, не знаем, поэтому с вами и делаем расклад. И мы оттолкнемся от того, как видят карты Таро, день прошедший и день сегодняшний, то есть что было и что есть сейчас. Насколько это откликается вашей душе. И попробуем продолжить, с чем мы можем столкнуться в будущем. Итак, цыганский расклад. Хочется сказать, цыганский расклад на жизнь в ближайшее будущее. Но мы периодически повторяем такой формат, и я вижу, что он откликается вашей душе или где-то перекликается с событиями реальности, что у вас происходит. Буду благодарна вашим комментариям, всегда благодарю, потому что вы мое вдохновение. Ну и, конечно, я ориентируюсь, что вам интересно. Итак, что же было, что есть сейчас? О ком нам расскажут карты? Вот о человеке достаточно активном и о том, который надеется сам на себя. Правда, вот эта карта, она как нельзя лучше, хоть она и настолько ресурсная, да, где-то и статусная, кстати, но все же ведь это олицетворение нашего как нового «я». Имеется в виду новое, мы, скорее всего, кого будет касаться расклад. Вы идете в ногу со временем. Пусть это как фраза речи, но к вам она относится в большей мере. Потому что императрица, она поставила, она, конечно, имеет не одну цель, а много, но она понимает, что приходится договариваться. Вот, пожалуй, дипломатия– основное звено, что бы мы тут ни запланировали, какие бы, понятно, у каждого вопросы разные. С одной стороны, есть ряд вопросов, поскольку старший аркан– это то, что приходит нам как обстоятельства или обстановка, но есть еще и наши намерения, цели. Но, мои дорогие, у вас, правда, если вы сейчас беспокоитесь о какой-то теме, получится, не получится, или успех в каком-то загаданном деле, да, получится это осуществить или нет. Ну, какова бы ни была дистанция, когда выпадает эта карта, это очень хороший прогноз. В целом, хороший прогноз, мои дорогие девочки, может быть, кто-то ждет ребенка буквально, ну, кому это, соответственно, по возрасту и по вашим целям поставлены, мои дорогие мужчины. Может быть, это вам сейчас приходится договариваться и быть вот, ну, как мы ведь рассматриваем архетип, вот когда вы готовы именно к компромиссу где-то. Императрица, она к компромиссу готова, но не в ущерб себе. Или для вас, мои дорогие мужчины, вопрос личной жизни или, может быть, связанный с какой-то женщиной, может быть, и статусной. Это ваш, может быть, как и интерес, просто интерес, да, деловой какой-то, социальный, общественный, а может быть и личный тоже. Паш Пентаклей. Ну вот смотрите, какую-то новость вы получили. Скорее всего, именно в этой колоде, у нас колода ведьмочек, у нас Паш Пентаклей как направление выбирает, не случайно карта. Вот кто-то из вас может собираться в дорогу. Может быть, в этот день, когда вы смотрите видео. Но я так могу предположить, что, скорее всего, эти дороги более продолжительные. Да, тут дорога жизни. Ведь у нас дорога жизни, я имею в виду ваши последующие действия, с чем вы, возможно, согласитесь и будете продолжать. Что-то вы отметете, скажете, нет, мне это не нужно, нецелесообразно. Ну, мы готовы учиться. И поэтому мы очень здраво оцениваем ситуацию, как и вокруг, так и наши, самые главные, ресурсы. Вот, видимо, вы себе, может быть, в недавнем прошлом, да, буквально несколько дней тому назад пытались, да, сказать, вот чем мне сейчас заниматься или чему уделить внимание больше, куда как кинуть силы, на что, да, на решение какого вопроса. Потому что явно тут планов много, у императрицы всегда много планов, но, видимо, самое что-то важное вы хотите для себя прояснить. Вот смотрите, по тройке Пентаклей есть еще элемент
как я говорила, экзамена. У кого-то может проходить буквально становление статуса, и это будет касаться работы или откуда к вам приходят деньги. Я имею в виду, у кого-то это личное дело или вторичный доход. Вот часто тоже такое бывает, ведь мы по этой карте раскрываем таланты. Очень символично, потому что карта императрицы как раз и говорит тебе полный вперед. Да, мы более осторожны в наших действиях, но для кого-то из вас вот весь этот триплет будет говорить о том, что вы готовитесь, возможно, какой-то, правда, далекой поездке, которая вас вынуждает уже теперь задуматься, откуда к вам будут приходить деньги. И вы благодаря вот таким намерениям, поставленным целям, готовы что-то изучать, чтобы, к примеру, работать из любой точки мира или быть более независимым или независимой от внешних каких-то событий или условностей, в которые вас ставят люди. Все же эта карта, когда вот таланты, на самом деле, которые дремавшие какое-то время, они, знаете, как желание. Это не просто, да, как желание, ну, то, чего мы хотим исполнить. Тут нет. Приложенные усилия идут по этой карте. И тогда мы получаем где-то задуманное. Но это первый шаг все-таки, потому что тройка не такая крупная карта. А со стороны, вот смотрите, правда, вы пытаетесь как скоординировать свои действия. По семерке жезлов очень много есть как и людей в окружении вас, так и есть каких-то, может быть, персонажей самого разного рода. Может быть, это и социум, может быть, по работе, у кого-то по личной жизни. Когда вас буквально пытаются дергать, к чему-то приобщить, дергать, я имею в виду, понятно, иносказательно, когда, ну, где-то с элементом манипулирования, потому что, может быть, иногда так происходит несознательно даже со стороны наших близких, они ведь нас воспринимают как-то, правда? И когда мы начинаем меняться, а у вас сейчас именно перемены какие-то, перемены, которые исходят именно от вас самих. Вы для себя какой-то план поставили. Может быть, вы еще не прописали этот план или еще не скоординировали его. Нет вот этого четкого тезиса. Может быть, в связи с обстоятельствами. И поэтому вы в таком балансирующем состоянии явно сейчас еще пока находитесь. Поэтому и Паш Пентаклей. А где-то это, знаете, чем вызвано? Именно тем, что вот эти воздействия, как я сказала, по семерке жезлов со стороны разных людей, может быть, и близких, да, мы что-то вынуждены учитывать, мы же не можем тут, если у нас есть семья, есть дети, внуки, если мы занимаемся даже своим делом или на работе строим карьеру, но есть все равно взаимодействие с людьми, может быть, это какие-то взятые на себя обязательства, но самое главное, вот, мои дорогие, либо вы сейчас находитесь вот именно в этой точке нового отчета, когда я не хочу брать на себя чужих обязательств, либо карта буквально кричит, перед тем, как на что-то согласиться, думай, просчитывай, лучше отступи, как будто полшага назад, возьми паузу какую-то. Нельзя согласиться на эмоциях по этой карте, потому что нас по семерке жезлов могут призывать самыми разными путями. Нам могут льстить, например, или говорить что-то такое более приятное, что нашему уху более радостно. Ну, а за этим будет стоять конкретно чужой план. Ладно, что еще? Что было и что есть сейчас? Ну, что-то вас будет радовать. Или, может быть, что-то вас уже вдохновило. Это может быть как радость по части личной жизни, может быть. Кстати, по пажу Пентакли иногда бывает и весточку вы какую-то получили, ведь это вестники. Весточка может быть у кого-то из вас либо от близкого человека, может быть, и от ребенка. Ну, для вас это ребенок, сын, дочь, или, может быть, даже кто-то, допустим, пусть не обязательно это наши именно дети, иногда племянники, я знаю, и люди активно, или, допустим, внуки, и вы активное участие принимаете в жизни подрастающего поколения, и пусть это поколение уже само взрослое достаточно. Но, может быть, вот какая-то весточка от такого, как и близкого человека вам, близкого по душе, может быть, и родственника. Но тут может быть еще и элемент, когда вдруг, я такое допускаю, с учетом планетарных транзитов, что тот человек, с которым, возможно, были когда-то отношения,
здесь о себе словно напомнил и пытается начать с вами новую историю или продолжение истории с чистого листа. Вы именно с таким человеком можете планировать как какую-то дорогу или встречу, ну или, может быть, просто тема есть общая, которая касается финансов, и вы пока не знаете, как поступить, но от конкретного человека тоже зависит какой-то материальный для вас успех. Вы бы хотели прояснить что-то более конкретно. С одной стороны, вас это может радовать, а с другой стороны, вы допускаете, что, ну, это может быть вообще как начнется и закончится. Как бы ни к чему пока не идет. Ладно, что было, что есть сейчас. Ну, тут у нас, правда, в таких энергиях, венерианских, можно сказать. Ну, потому что королева Пентаклей– это та, которая в центре свое благополучие держит. И тем не менее, это та, которая из бардака, из какого-то, ну, хаоса буквально отстроить порядок умеет, благополучие с нуля. Та, которая занимается вопросами и семьи, и дома, это надежные люди, и одновременно та, которая ценит свое творчество. Та, которая ценит собственные силы, планы, собственное здоровье. У кого-то из вас, мои дорогие, вы сейчас можете вот даже так вот просто, казалось бы, да, без каких-то, ну, грандиозных замыслов заниматься собою, своим здоровьем, императрица и королева Пентаклей. Потому что вопросы имиджа, именно внешнего вида, для вас сейчас, ну и, понятно, и здоровья, это первоочередная необходимость. И вы знаете, тут правда может быть как постепенное преодоление, может быть, самого себя, и тут у каждого по-разному. У кого-то это может быть связано, ну, с внешними, может быть, событиями, которые произошли прежде, у кого-то тут, ну, есть и что-то пережитое, да, когда вам хочется самим уже с этим прошлым проститься, идти, будем говорить, вперед. Но для этого совершенно необходимо привести свое здоровье в порядок. Или даже внешний вид. Встречают ведь нас по одежке. Может быть, вы такие грандиозные замыслы поставили. И вы знаете, на паркану императрица я говорила символ нового «я». Так вот, люди сложили о нас какой-то стереотип, а вы хотите его переломить. И вот поэтому тут началось, может быть, с имиджа, а у кого-то началось с того, что вы решили, ну, может быть, прическу, мои дорогие девочки, поменять. Или, ну, какую-то деталь в одежде. Но потом заострили на этом внимание, ведь и правда. Как-то меня по-другому воспринимают. Я себя лучше чувствую. А дай-ка я тут вообще попробую что-то изменить более глобально. И, кстати, вот наш период, когда я делаю расклад, очень благоприятен для того, чтобы для самого себя сделать перезагрузку. Мои дорогие мужчины, может быть, это вы прежде были очень строги к себе, пусть более такие женские энергии идут, но благодаря этим энергиям или архетипам, которые нам описывают карты, это действительно, когда мы оставляем вот какое-то что-то сложное, нерешенное, то, что от нас и не зависело, и не будет зависеть. Мы это оставляем где-то в стороне. Мы сейчас занимаемся своим домом, своим хозяйством, будем говорить, своим благополучием, уютом, здоровьем, имиджем. То, что действительно и принадлежит нам, и за нас никто не сделает. Но, в принципе, у кого-то могут быть вопросы конкретно денег. И вот эти контакты важные, которые вы должны осуществить, потому что явно денежная ситуация требует изучения, прояснения или какой-то стабилизации. Ладно, так вот давайте еще все-таки достанем карты. Так что было, что есть. Был какой-то обман, как будто кто-то пытался обмануть императрицу. Но на то она императрица. Но мы рассматриваем опять же архетип. Когда вы умеете подниматься даже из какого-то минуса, или когда, может быть, очень сложная обстановка была вокруг вас, может быть, последний вагон уходящего поезда кто-то буквально запрыгивал, спасая себя и спасая свое. Потому что меня смотрят люди из разных стран, там, где идет война, и, правда, иногда жизнь ставит перед нами такие задачи, внешние именно, когда мы понимаем, нет, вот все вот это наносное, оно не имеет никакого значения. Как-то уплотняется пространство и нас заставляет
где-то даже в тех ситуациях, когда с нами, ну, хитрят, не договаривают, или когда пытаются как-то проманипулировать, или когда, да, по семерке мечей, как было обещано, да, или что-то, может быть, мы и сами где-то замечтались, но тем не менее, вот открывается правда, мы понимаем, что мы как с завязанными глазами чего-то не видели, упустили, и теперь нам ничего другого не остается, как срочно выкарабкиваться буквально из какой-то ситуации. Кто-то захочет избавиться от лгунов и лжецов конкретно. Вот интересно, тут все касается личности, мои дорогие. Да, у кого-то от лгунов, лжецов, от тех людей, которые постоянно ставят палки в колеса. С кем, может быть, вы имели договоренности или, знаете, мне так и хочется сказать. Явно, кто меня продолжает смотреть уже вот на этом этапе, вас много раз в жизни обманывали. Семерка мечей, пятерка пентаклей. И сейчас стоит вопрос, вообще договариваться мне с этим человеком или дистанцироваться. Кто-то именно по пентаклям, по деньгам, вы кому-то много помогали, много потратили денег, в результате отдачи ноль. Вот это было. Да, десятка мечей. Все-таки закрыть двери в прошлое хочется вверху. Семерка жезлов и все то, что я говорила. Вот, видимо, какие-то хитромудрые персонажи. Может быть, даже это каким-то образом, ну, наше ближайшее окружение, но все равно это требует переосмысления. Потому что, вот я как сказала, по финансам, если мы с нулем остались, то каковы бы ни были задачи наши, да, ну, наверное, первоочередная задача стабилизировать обстановку именно в финансах, финансовую какую-то нашу составляющую, потому что деньги– один из способов взаимодействия с миром. Мало того, что вы видите, скорее всего, радость, прогресс только когда, или вы подошли уже к этому этапу, когда многое, может быть, вот это такой, может быть, вывод вы уже сделали, что многое мне в жизни не удалось, потому что я себя сам загнал или загнала точнее, в какой-то тупик. Потому что я, может быть, много доверяла, или, может быть, я на многое согласился, много взял обязательств. И вот благодаря своим неправильным действиям вы тут анализируете именно свою жизнь, сами себя, поэтому и карта императрицы. Вы понимаете, что внешние ни события, ни людей мы никуда не денем. Это все останется с нами. Но самое главное, как мы это все воспринимаем и на что мы будем соглашаться. А из того, что мы уже насоглашались, тоже нужно как-то искать выход. Я должна сказать, что все-таки праздник после победы будет. Но, знаете, тут будет такое поступательное движение. Вы решите какой-то сначала вопрос, это я так немного забегаю вперед, который будет связан именно с деньгами и у кого-то с перемещением, переездом. Или, может быть, это какая-то новость, как я сказала, да, весть, которую вам тоже нужно как довести до ума. А потом, как будто вот пойдет вот эта перезагрузка по части переосмысления окончательного. Но это как расставить все точки над «и». Кого вы будете готовы впускать в свою жизнь, а для кого вы несколько, ну, ограничите личное пространство или будете по-другому воспринимать конкретного человека, дабы еще раз не получить, ну, может быть, как вот нож в спину. Иногда все-таки по десятке мечей такое проигрывается, предательство или какие-то долгие обещания взамен на ваше участие. Но участие-то ваше состоялось, может быть, и обязанности вы в свои выполнили, а вот противоположная сторона явно вас как будто подтолкнула вот к такой десятке мечей. Ну, это, знаете, когда мы шли, и вот действительно тупик. И мы тут на какое-то время даже у кого-то могли быть очень сложные такие периоды в жизни, когда вы не один раз как будто, да, доверились, а вас подвели. И вы каждый раз доверяли заново. Но вот теперь, может быть, поэтому вы понимаете, что нет, нужно мне совершенно пересмотреть отношение к чему-либо или кому-либо, иначе опять будет вот этот тупик. А тупика не хочется. И вот посмотрите, вот все то, что я сказала, забегая опять же немного вперед, смело могу сказать, что наши карты говорят: королева Пентаклей, рыцарь кубков, радость, какие-то добрые вести, хорошее настроение.
А если это касалось имиджа, то вот такие энергии буквально спешат в вашу жизнь. Я соберу эти карты, и мы с вами продолжим. Затянулся наш немножко первый этап нашего прогноза расклада. Вот есть зависимость, правда? Может быть, это еще не решенные вопросы, а для кого-то это зависимая ситуация. Вот имидж здоровья, вредные привычки иногда. Увы, это тоже карта говорит. Но я должна сказать, те из вас, кто ждут поступления денег, которые вы заработали, иногда эта карта говорит, если по объективным причинам ваши заработанные деньги где-то задерживались, даже если крупная сумма, скорее всего, есть возможность это получить. Ну и, в принципе, не быть в зависимости. Может быть, вот то, что я долго говорила, для вас, мои дорогие, это как раз и словно избавиться от пут этого дьявола. И тогда не будет ни десятки мечей, ни вот этой ситуации, когда мы как в подвешенном состоянии. Пойдем с вами дальше. И первое, что мы спросим, что в доме? Что в вашем доме? Или дела с домом, с недвижимостью, что в вашем доме? Вот так. Тут, правда, тоже есть какая-то тема. Смотрите, это и закон, и порядок, и договариваться придется у кого-то. Правда, оформление документов, пересмотр каких-то соглашений, подписаний. У кого-то аренда, у кого-то купля-продажа. И надо знать и позицию закона. Посмотрите, у вас может сейчас что-то в доме решаться по части именно справедливых каких-то юридических вопросов, так вот в целом скажем, да, и скорее это будет связано, ну, все же с вашим определением. Но я тут вижу документ, потому что закон– это когда мы по закону получаем какую-то бумагу. Когда мы уже, ну, может быть, это как вердикт какой-то, да, законодателя. Или мы хотим это получить, и мы узнаем, как в отношении нас работает закон по аркану правосудия. Буквально мы можем обращаться, как и к юристам, к адвокатам, у кого-то может проходить слушание в суде. Именно по части недвижимости. Меня смотрят люди, которые в разном статусе находятся. Может быть, это у кого-то даже, ну, вы расстались, были разводы, а вот по жилью еще пока тысячу неопределенностей, и вы, может быть, узнаете, наводите справки или пытаетесь разобраться, как я могу изменить какую-то ситуацию. Но здесь может быть, знаете, какая тема для вас, когда и внутри как бы вашего дома, дом это и стены буквально, да, но может быть и какие-то согласования вам приходится проводить с вашими совсем близкими людьми. И тогда что в доме? Как будто есть какая-то, ну, холодная, напряженная обстановка. Может быть, это не для всех проиграется. Почему я сказала? Тут внешне нужно что-то именно или оформлять, или как-то поступать очень грамотно. В целом, даже у кого нет грандиозных, опять же, замыслов, здесь все должно быть вот как по закону, да, и рационально. Вот рационализм тогда в доме, можно так сказать. Но для кого-то вот этот король мечей будет говорить о вашем близком человеке несговорчивом, о ваших детях по пажу кубков, что о каких-то манипуляциях, кстати. Любой паж– это вестник, вот что в доме. Вы знаете, как будто в доме есть возможность, да, но с одной стороны карта мага, это могут быть и люди, которые вас пытаются, ну, может быть, на что-то уговорить или что-то предлагают. Пусть это даже не предложение, но куда вы сами можете согласиться на что-то повестись, а вы столкнетесь вот с такими магами, манипуляторами, потому что явно вам предстоит столкнуться с таким человеком либо в вопросах жилья, либо, может быть, это будет персона, которая придет к вам в дом. Кстати, может прийти кто-то в дом и принести какие-то вести. Сначала весть это может касаться, ну, чего-то более приятного, или какой-то конкретный человек придет со своим планом, намерением. Вот буквально в дом такое тоже может быть. Он вам приходит, и все выглядит так радужно, но на самом деле он задумал что-то другое. Будьте внимательны, мои дорогие. А кто-то вот с такими магами столкнется при проведении каких-то сделок или подписании документов, договоров каких-то, ну, может быть, соглашений.
Будьте внимательны, потому что вам тут самим, скорее всего, придется что-то передумать. Но вы знаете, тут может быть и такая ситуация. Для тех, кто из вас, вот как я говорила, может быть, есть развод. Был он уже, да? И вам нужно разъехаться. Кто-то именно хочет разъехаться, потому что вот как бы два пажа. Или у вас на кону стоит вопрос каких-то переоформлений, купли-продажи. Вот вы знаете, тут может быть такая история, может быть, это какая-то тема, когда вы прежде либо с этим человеком взаимодействовали, либо уже вы что-то подобное себе намечали и, может быть, даже начинали совершать, действовать, но потом это вроде как встало на паузу. Почему так говорю? Правосудие и шестерка кубков. По шестерке кубков это всегда что-то нам очень знакомое. И то близкое, родное, хорошее, светлое, во что мы когда-то верили. Но потом, скорее всего, это как-то либо не было продолжено, либо была какая-то неопределенность. Но вот теперь правосудие, мои дорогие, вам возвращает либо в виде возможностей, причем возможность неоднозначная. Тут, правда, нужно сделать как и по закону, и, может быть, обратиться, правда, к специалисту. Хотя обе эти карты могут говорить о том, что это просто какие-то чиновники. Все зависит от уровня вашего вопроса, потому что кто-то решает через суд, кто-то через медиаторство, может быть, да, или подписывает, да, на каких-то условиях, когда вы согласились с кем-то и с вами согласились, ну, как какой-то почетный компромисс. Такое ведь тоже может быть. Вот я тут больше вижу, даже вам совет, это вы будьте магами. Не воспринимайте все, знаете, с одной стороны восторженно, а с другой стороны негативно. Истина, как всегда, где-то рядом, но больше я вижу для вас возможностей. И, кстати, для тех, кто хочет действительно разъехаться или пытается всеми способами найти, ну, хотя бы хоть какой-то вариант. Вы знаете, ну, будет этот вариант, но вам нужно, ну, буквально все предельно просчитать, что в доме тут есть какие-то, как изменения, подвигаются какие-то или продвигаются какие-то вопросы, но ведь тема будет исходить из того, что вам могут говорить то, что вам приятно слышать. Не случайно две карты такие холодные достаточно, независимые. Нужно все сделать по закону, по порядку, вас тогда закон бережет. А что на сердце? Ну, не очень тут на сердце. Девятка мечей. Настроение. Может быть, это вы как прообраз королевы жезлов на сердце, да? Это человек, который очень притягательный, ну, буквально магнетизм. А, Может быть, это с вами кто-то хочет быть, но это вот именно вас касается. Но вы теперь тогда будете ставить вопрос, а с кем я хочу быть. И неважно, кто меня смотрит, мои дорогие девочки или мужчины, потому что это карта независимого человека. И если огненная ведь все-таки энергия у этой карты, то вот этот огонь, это как в нашем сердце мы хотим наш энтузиазм переложить на пользу нам самим, чтобы выйти вот из этой девятки мечей или из какого-то периода разочарований. Правда, у кого-то это может быть связано с личной историей жизни или с тем, что вы когда-то не могли согласовать. Для кого-то из вас, мои дорогие мужчины, это может быть ваше, как ваше на сердце, ваше сожаление по поводу той притягательной женщины, которая, ну, как манит словно. Так вот, знаете, кажется, что, а ведь все могло бы быть. Может быть, есть еще такие через ощущения и воспоминания желание что-то возобновить, потому как мы можем, с одной стороны, переживать, что, ну, не откликнется эта женщина, будем говорить, но, а с другой стороны, какая-то невидимая сила вас может все же с ней сводить. Это правда, мои дорогие девочки, это вы, ваша сила. Все же, знаете, тут сила еще и в критическом мышлении. Потому что по этой карте буквально солнце в Деве, хоть мы это уже прошли этот этап, да, но тем не менее, это олицетворение, вот знаете, критического мышления, ясности. И когда мы свою энергию только на благо самим себе употребляем. И вот этот лев, это прообраз наших сильных эмоций. Они у вас будут. Вам придется как льва в себе усмирять.
Может быть, это то, что касается на сердце. Может быть, какая-то неоднозначная ситуация. Мои дорогие мужчины, правда, что на сердце есть женщина, которая, безусловно, вам не просто интересна и притягательна, а может быть, вы на сегодняшний день задумались о том, что вы совершили какую-то ошибку. Вот есть такой момент. И вы тогда ее можете исправлять. А вы, мои дорогие девочки, ну, вообще-то ждите тогда на сердце каких-то добрых вестей. Вот я тут больше вижу, что проявление знаков внимания. Конечно, по рыцарю кубков это может быть и новое знакомство у кого-то на сердце. Вверху у нас карта маг. И буквально будьте аккуратны с теми людьми, кого вы приглашаете в дом, или кого вы ближе в свое личное пространство впускаете. Здесь может, я уже говорила, не повторяюсь по аркану маг, как человек повести себя, и поэтому не замечтаться. Это будет очень важно. Еще раз не повторить какую-то девятку мечей. Но, тем не менее, какие-то приятные эмоции это точно будут. И тройка мечей. Ну вот, наверное, это, знаете, здоровое равнодушие. Оно нам помогает, даже если нам кто-то поет дифирамбы или складывает, ну так, иносказательно, оду в нашу честь, или пытается всяческими способами ослабить наше внимание, наоборот, усилив наше доверие. Но вот это тройка мечей, это тот незримый опыт. Пусть это было посади, да? Нам хорошо карта прорисованная показывает, да, это как будто вы когда-то в прошлом находились длительное время, вот как в этой темной комнате, когда бесконечный дождь за окном, когда ничего не меняется, какой-то процесс работы над собой, причем очень сложный, вот этот исписанный дневник, но пока вы нашли в себе силы встать буквально, да, и выйти, нам как будто пустой топчан, вас уже там нет. Почему всегда тройка мечей– это карта будущего, но она описывает, вот, точнее, тройки– это карта будущего, но тройка мечей описывает будущее, что вы уже не там, где были прежде. Понимаете? Но именно здоровое равнодушие, вот тот пережитый опыт, он вам помогает, но где-то не совершить ошибку, мои дорогие. Правда, будьте внимательны, что на сердце. Ну, на сердце тут вас будет радовать, правда, с одной стороны, сама по себе динамика жизни. Вас будет радовать, приготовьтесь. Есть какие-то, как и работа с информацией, может быть, какие-то поездки, перемещения. По части, если финансов, тут тоже какое-то продвижение будет, но для него нужно внимание к деталям. Что-то крупное вы строите, по кирпичикам складывая, в целом что-то более какое-то серьезное сооружение, будем так говорить. И добрые дела наспех не делаются, об этом говорит карта. Но по рыцарю кубков тут есть точно добрые вести, которые касаются вашего сердца. И поэтому карта сама по себе, вот эта центральная, и карта сила, это ваша сила. Не сомневайтесь в себе. Поэтому больше, если кто-то вам предлагает куда-то отправиться, отправляйтесь, но будьте при этом предельно внимательны. Если приглашают вас на какие-то свидания или какие-то добрые вести входят в вашу жизнь, все принимаем, потому что карта буквально говорит, ты не беги впереди паровоза, но вдохновиться моментом определенно стоит. Хорошо, так а что в дороге? Тут как раз что-то про дороги. А в дороге у кого-то могут быть, смотрите, разные, если мы так в целом, что у нас на переезды, на перемещение. Вы можете во что-то верить, вы можете в чем-то вдохновиться, но как раз дороги вас могут ожидать какие-то непредвиденные ситуации. С одной стороны, вы, отправляясь куда-то на согласование или когда речь касается чего-то более такого рационального или вот как по первым двум картам, может быть, оформлений каких-то, то тогда будьте готовы к тому, что с вами будут спорить. Или вы можете столкнуться просто с человеком, который не совсем, ну, как бы владеет тактом, строя свои диалоги. Но вас это не должно как-то смущать. Тут наоборот, скорее всего, вы можете даже столкнуться в дороге с той персоной, с которой вроде бы ты никуда не денешься, вот, да?
Может быть, это в дороге какой-то попутчик, который, ну, не очень приятен, но мы ничего не сделаем. Мы едем, и он едет, да, или она там, неважно. Но вы можете, тем не менее, вас, потому что иногда по рыцарю мечей это бунтарь без причины. Вот вы можем столкнуться буквально с хамоватым человеком, но тем не менее, он нам начнет что-то говорить, и вот этот поток мыслей, тем не менее, может каким-то образом вас натолкнуть на мысль. А вот что это может быть в дороге еще? Да, здесь какая-то, может быть, это человека касается, но буквально вы сами еще можете отправиться в дорогу, чтобы прояснить какую-то ситуацию, которого, может быть, она будет или прежде была связана с тем, что вам в чем-то отказали, или вам что-то, как информацию донесли, и вы с ней не согласились. Вы начали искать дополнительную информацию, пытались как бы разобраться, научиться понимать, как это, куда, откуда растет эта ситуация и к чему она дальше может быть продолжена. Вот что в дороге. Тут дороги, которые связаны конкретно могут быть как и с согласованиями, вот то, что у нас выпало правосудие, да, или суды, юристы у кого-то, так и обустройством, но в каком-то новом эквиваленте. Вам помогает колесо фортуны. А колесо фортуны еще говорит, что вы в дороге тоже можете с кем-то познакомиться. Но смотрите внимательно. Первая карта – карта мага. Что в дороге? Через какие-то дороги, может быть, к вам приходит уже сознание, что вы зря за что-то прежде держались. Вы в дороге или через дороги, или через... Вот пусть это, знаете, что в дороге для кого-то будет означать человека, который к вам спешит навстречу, и тоже такая вот как встреча именно сама по себе, но пока мы доедем до конкретного пункта, какая-то дорога. Вот здесь вы можете себя буквально поблагодарить, что вышли как будто из какой-то разрушительной ситуации. Но, может быть, даже вы пережили какой-то сложный, болезненный этап, период, и вот теперь он вам помогает. Это, знаете, с позиции «не было бы счастья, да несчастье помогло». Вот пусть это не у всех, но именно мы понимаем, что если бы не было вот этой жизненной метаморфозы, перед нами бы не открылись новые перспективы. Точно. Карта Солнца. Планы Господа всегда лучше наших, поэтому тут какие-то у вас идут, мои дорогие, очень знаковые дороги. И поэтому самому на месте точно не надо сидеть, потому как, знаете, больше активности, может быть, для нас и будет означать вот та информация, когда мы элементарно куда-то передвигаясь, находясь в каком-то месте, да, мы слышим больше информации, мы как будто видим по-другому обстоятельства, видим по-другому события. И тогда вы правильно оцениваете, чем вам нужно сейчас буквально заниматься или к чему идет какая-то ситуация. Вы как наращиваете силу, знания, опыт, и в последующем вам это помогает для кого-то раскрыть таланты, а для кого-то напрямую будет касаться именно, что вы надумаете куда-то поехать. Хорошо, а что на пороге, мои дорогие? А что на пороге? События, которые, может быть, спешат на ваш порог, в вашу жизнь буквально. Денежки. Да, финансовую ситуацию, мы уже говорили, можно решить. Для кого-то вопросы отдыха. Ух ты как! Вы помните, да, когда мы делали сигнификацию, у нас королева Пентаклей выпала последней картой первого ряда. Так вот, то, что вы задумали, мои дорогие, что на пороге? Исполнение вашего желания или решение финансовых вопросов. На пороге какая-то тема, с которой были связаны разочарования, мои дорогие. А что это? Да, вот смотрите, ведь карта нам тоже переворачивалась. Смотрите, явно нужно что-то вам прояснить. Вообще так непростой у нас получается ряд. Самый центральный карта мага, обратите внимание. Дальше у нас приятные какие-то новости. Вот для чего вам нужна сила ваша. Сила ведь это тоже, по сути дела, энергии, как у мага. И мы можем смело рассматривать, что вопросы личной жизни.
И что на пороге? Человек, может быть, мы тоже с вами говорили, да, о том, что ваш дом может, или встреча, пусть не в вашем доме, но это как-то с вами, или с планами по месту проживания, это может как-то совпадать и переплетаться с личной жизнью. Так вот, мужчина, как бы и женщина, девушка, мужчина, да, и нам явно показывают порой какие-то очень сложные отношения, которые, может быть, и закончились ничем, которые уходят в давнее прошлое, но есть явно непроговоренные вопросы. Было, может быть, и расставание, была смена направлений, кто-то разъезжался, расходился. Это правда. А для кого-то сейчас это начинается перезагрузка. С одной стороны, вас это радует. С другой стороны, явно есть для вас какой-то шанс. Вот понимаете, я тут вижу для кого-то из вас, мои дорогие, это как, да, личные отношения, сложные отношения. И каждый немножко сам по себе. Двое сильных людей. Никто не собирается сдавать позиции свои. Никто не собирается как пролоббировать, прогибаться один под другого. Каждый имеет что-то свое. И никто это не транслирует. Это все тайно. Это все скрыто. Есть все-таки продолжение, или какое-то время эти отношения должны продолжаться, или, может быть, перевестись на какой-то новый уровень. И в этом вам помогает колесо фортуны. Или вам, может быть, нужен этот человек, потому что по колесу фортуны это в этом, ну пусть какой-то пункт, но это фортуна для вас. В этом есть какой-то удобный, удачный, счастливый момент или, ну, какое-то положительное стечение обстоятельств, может быть, на будущее. И именно от взаимодействия с этим человеком. Но вот насколько есть плюсы, мои дорогие, настолько же есть минусы. Есть карта дьявол. И поэтому ваша основная задача вот просто поставить или ограничить свое пространство, пусть это вы делаете мысленно, на что вы согласитесь и на что точно вы не согласитесь. Потому что мы можем повторить опять какой-то печальный опыт. Именно потому, что мы будем в зависимой ситуации. Согласитесь, мы долго делали с вами сигнификацию. И во втором ряду у нас ведь там и выпали карты. И выпала карта, кстати, повешенного. А рядом десятка мечей. Ситуация прошлого. Причем болезненного прошлого. Причем не одного какого-то момента, а вот так вот в затяжку. Потому что когда нам немножко проще, когда одномоментно что-то происходит. А когда вот эта трансформация еще и затягивается, вот это тогда тяжело. Ладно, так что же на пороге? То есть явно тут какая-то история. По пажу жезлов вы еще узнаете. Много новостей, в принципе, будет в ближайшее время. Будут какие-то новости, которые вас, или предложения, когда вам придется делать выбор. И вот посмотрите, слушайте свою интуицию. Четко карта говорит, да? Наша ведьмочка, как мечи, ну, ножи бросает в мишень. И делает она это как? Она попала в яблочко, а глаза у нее завязаны. Рациональное, да, вот какое-то отношение к конкретному вопросу. И завязанные глаза, это не имеется в виду, что мы замечтались, а может быть наоборот, ведь это карта выбора. И если была какая-то проблема или были сложности конкретные в отношениях, в договоренностях, скорее всего, это никуда не исчезло. И поэтому самому или самой на это глаза никак нельзя закрыть. На кону вы сами и ваше благополучие. Хорошо, так что же будет? Что будет дальше? Вот на пороге таких событий. У вас что-то очень такое судьбоносное, потому что вот от этого вашего выбора, мои дорогие, зависит буквально ваше солнце. Так что же будет? Ну, тут, наверное, будет у каждого по-разному. Сразу хочется сказать, потому что, ну, согласитесь, выбор ведь каждый будет делать по-своему. Но все же, давайте узнаем. Так что же будет? В целом, да? Ну, опять же, нам по пятерке пентаклей вы можете повторить какой-то опыт, и такого не должно быть. На самосохранение. Потому что какая-то ситуация, может быть, она и касается финансового вопроса. У вас как получится, да, вот я уже сказала, две такие, знаете, благополучные карты.
Но, понимаете, на грани или как не грань, а такое вибрирующее состояние, что один неверный шаг, и ты как будто вот опять во власти какой-то прежней ситуации. Две пятерки, что будет дальше? Вам придется себя сохранять просто потому, что будет много информации, много фейковой информации. Будут ситуации, когда, может быть, вас будут призывать потратить на что-то деньги, а вам их придется считать. Они у вас будут, но вам придется считать, мои дорогие карты, по крайней мере, что будут. Мы не можем иначе, мы просчитаемся обязательно. Есть риск себя обесточить финансово, мои дорогие. И в то же время ни с кем, никому не давать обещаний. Проводить правильные диалоги. Уходить, в принципе, от того, что вы кому-то резко говорите «да» или «нет». Среднее что-то, арифметическое. Быть готовым к неожиданностям. Ничего себе. Вот это да. Как будто вы, понимаете, вы достигаете, ну, как какого-то плата, стабилизируется обстановка, что-то вы тут тоже проясните. И следом за этим идут вот это как новостной хаос какой-то. И по рыцарю жезлов это могут и обстоятельства внезапно меняться. С чем это связано, что будет? Но с чем бы это ни было связано, вот четверка пентаклей четко говорит. Карта жадины. Вот для вас надо быть некоторым образом жадиной. Придавить, может быть, буквально вот так своим весом в сундучке пентаклей, да, денежки. Ну, есть денежная составляющая, которая вам, иногда ведь эта карта говорит, ты должен все контролировать. Во многих колодах человек изображен, он ничего не делает. Но не имеется в виду, что мы прям бездействуем. Но это вот как раз, посмотрите, ведь много активности до этой карты выпадает. Поэтому то, что нам транслируют, то, что нам предлагают, а нам туда не надо, нужно это понимать и видеть четко. То, что нам обещают, или то, что нас вызывают, да, на какой-то, может быть, словесный поединок, то тоже нам это не нужно. Внешние обстоятельства тоже скоро будут меняться, причем до такой метаморфозы, когда мы вообще ничего подобного не ждали, не предполагали. Основная задача – себя сохранять и свои деньги, поскольку это один из способов взаимодействия с миром. А к чему это все идет? Что будет после вот этой непонятной ситуации? Будут еще какие-то люди, которые вам, опять же, будут что-то обещать, но они не будут готовы участвовать в вашей жизни. Может быть, вы знаете, тут будет два короля. У кого-то на последующий период, когда два короля и более, у нас уже три короля, вам придется, правда, либо как смена статуса, или имеется в виду вы, ну, у кого-то это будет буквально смена статуса по работе, я имею в виду по делам, а у кого-то это много чиновников, должностных лиц, когда вам какие-то согласования, уточнения, да, придется проводить, или когда, может быть, обращаться даже к юристам. Перезагрузка какая-то. Но вам еще доведется пройти всем нам, кто смотрит. Я раскладываю, вы смотрите. Вот даже интересно, я буду благодарна вашим комментариям, что это за... Ну, сначала стабилизируется, да, вот все то, что я говорила. А следом, посмотрите, начинаются вот как раз новые метаморфозы. И основная задача – сохранять, все делать по закону. Потому что мы чего-то пока не видим. Потому как есть, может быть, это даже связано с внешними событиями. А мы живем с вами в эпоху перемен, и неважно, с какой страны вы меня смотрите. Ну, сейчас везде не просто, это правда. И, может быть, то, что нам объявят, да, а те механизмы, которые были запущены перемен прежде, сильными мира сего, мы об этом узнаем. Нас это удивит, поверьте. Это то, чего мы, каждый из нас где-то не ждет. Поэтому сохраняй себя, пройди какой-то путь, потому что, может быть, буквально как и деньги понадобятся для проведения каких-то согласований, процедур, у кого-то, может быть, и переезда, у кого-то это как по части вашей работы, но по тузу Пентаклей все-таки, знаете, это начало, поэтому перезагрузка будет. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю за ваши подробные комментарии, за вашу поддержку.
Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.